Всем привет, дорогие друзья, с вами russomaka.ru, меня зовут Александр. Давненько я не записывал видео, связано это было с тем, что я был довольно плотно увлечен поправками в ПДД, участвовал в обсуждениях и участвовал в написании этих поправок, но помимо этого такая длинная задержка была связана еще с тем, что нечего было снимать, в том смысле, что не было ничего интересного из новинок. Я не хочу снимать обзоры про какие-то там Яматы или Якамуры, потому что, это не совсем интересные самокаты, по крайней мере для меня. Поэтому, как только выходит какая-то стоящая новинка, я стараюсь сделать на нее обзор. И недавно вышла новинка Dualtron Storm. Вот он сейчас к нам приехал, и это новинка, которая сперва производит впечатление, но после нескольких часов разглядывания и использования этого самоката радость от его обладания, по крайней мере, у меня немножечко поугасла, и я сейчас объясню почему. Но для начала начнем с того, что Mini-Motors поменяли коробку, она теперь выглядит вот так, тут изображен самокат. В принципе, по боковинах ничего нового, там информация по весу и по сертификации. Начнем с его комплектации. Значит, в комплектацию Dualtron Storm входят следующие вещи. Это руководство, понятное дело. Это пульт подсветка, немножко поменялся, но смысл его не изменился. Он также работает на ИК-порте. Он стал чуть меньше, потому что очень много кнопок из старого пульта. Кто его помнит, старый пульт, он достаточно большой, и там много кнопок, они не работали. Здесь я надеюсь, что все работают. Я не все проверял, но, по крайней мере, везде, где я нажимал, был какой-то отклик в подсветке. Также идут вот такие ключи, где написано Dualtron, как в новых Dualtron'ах, на Thunder, на третьем, но другой цвет. Сейчас он красный идет. В принципе, помимо цвета тут ничего не изменилось. Плюс ко всему идет крючок для того, чтобы крепить рулевую сзади и переносить его за рулевую стойку. И также идет такая коробочка, в которой находятся вот такие ключи. Об этом сейчас чуть поподробнее. Для тех, кто как-то пытался изучить тему Dualtron Storm, не будет новости, что фишка, которая используется в этом самокате, это съемная батарея. Вот так она выглядит. Такую съемную батарею я видел в самокате Mercane MX-60. Она тоже закрывалась на ключ. Как раз эти ключи для того, чтобы открывать и закрывать отсек аккумуляторный и доставать его и заряжать. Но на самом деле ключи эти мне напоминают, ключи от шкафчиков в пятерочке. Они примерно такого же качества, поэтому я надеюсь, что они не сломаются в первый месяц, но учитывая, что здесь достаточно такой свободная ячейка для того, чтобы открывать ключом, сюда будет попадать вода и, скорее всего, это заржавеет. И если не сломаются ключи, то, скорее всего, будете проблемы иметь с этим замочком. Но мы сейчас вернемся к этой батарее. Начнем с сзади. И будем плавно передвигаться наверх. Огромной отличительной особенностью этого самоката, наверное, является вот этот вот упор. Он достаточно объемный. Здесь также есть крыло, которое выполнено из пластика. Сам упор металлический, алюминиевый. Крыло пластиковое, оно теперь обладает такими треугольными достаточно формами, как и сзади, так и спереди. Они крепятся также одинаково, как и на Thunder, на рычаги изнутри. Рычаги тоже поменяли внешность. Смотрите, они стали другой формы. Раньше это была обычная форма, без всяких вырезов. Только на спайдере были вырезы. Сейчас здесь есть вырезы на всех рычагах. И здесь также есть подсветка. Она работает путем включения дисплея, и вот здесь вот есть кнопки, к ним еще попозже вернемся. Среди остальных особенностей
Тормоза остались такими же, но поменялся диск тормозной. Он выглядит достаточно неплохо, но проблема в том, что этот диск тормозной на 150 мм, и у него не обычные отверстия для крепления. Проблема заключается в том, что вы, скорее всего, не найдете в свободной продаже вот такие вот диски, именно 150 мм и с таким креплением. А это значит, что, скорее всего, вам придется ждать, пока Minimotorz доставит их вашему дилеру, если у него их нет, либо закупать самостоятельно впрок, чтобы не возникло проблем с заменой. Так, перемещаемся чуть ближе к передней стороне. Вот здесь 4 болта. Я поначалу подумал, что это для крепления сидений, но, как оказалось, нет. На шторме теперь нельзя крепить сиденье. Наверное, Minimotorz отказывается от этой идеи и не рассматривает теперь самокаты как что-то, куда можно установить сиденье дополнительно. Так было на Raptor 2, на Spider новом, и на шторме теперь будет точно так же. Была изменена наконец-то подножка, она стала гораздо массивнее и больше внушает доверие, потому что то, что стояло раньше на Тандерах, постоянно то гнулось, то ломалось. Эта подножка настраиваемая, она вот здесь рифленая, то есть можно отключить этот болт, поднять ее повыше. Это сделано для того, чтобы при случае, если вы будете менять угол подвески, здесь он настраиваемый, как и на Тандере, здесь 3 риски. Если вы делаете его выше, тогда и, соответственно, подножку вам нужно немножко опустить, чтобы самокат, когда стоял на ней, не наклонялся слишком. Плюс ко всему, к подсветке рычагов добавилась боковая подсветка, где написано Minimotorz Dualtron Storm. Все это работает сообща, то есть и рычаги, и боковины. Тормоза, как спереди и сзади, стоят как обычно NAT. Я не могу сказать, что NAT это плохие тормоза, они в принципе нормальные и всегда ставились на дуалтронах, и в принципе они делают то, что от них ожидается. Говоря об изменениях еще, изменилось наконец-то зажимное кольцо. Теперь оно стало минимум в 2 раза больше, мне кажется, даже в 2 с лишним раза больше. Наконец-то Minimotorz поменяли зажимное кольцо, потому что эта проблема шла еще со времен первого дуалтрона, когда стояли маленькие зажимные кольца. Те, кто имел дуалтрон, знают об этой проблеме. Люфт появлялся у кого-то сразу, у кого-то через несколько месяцев. Но у этого кольца есть тоже некоторые проблемы. Сейчас попробую показать, как это выглядит. Если вы складываете руль, вот эта резинка, она залезает наверх. Ее постоянно приходится поправлять. Еще среди изменений поменялась система вот этой втулки, потому что добавились эти новые болты. Вот этот болт, например, у него нет головки. Я не знаю, как его выкручивать. Может быть, вот с помощью этой шайбы, но пока непонятно. Плюс ко всему, за место привычной звездочки появились такие кольца. Они, по-моему, стальные, потому что здесь уже ржавчина появляется. Ну и теперь перейдем наверх. Привычный дисплей, привычные ручки тормозов натовские, но поменялся вот этот пульт. У всех дуалтронов было либо Single Dual Eco Turbo, либо еще аварийка там была вместо Eco Turbo. Теперь тут все вместе. Вот это on-off, это включение подсветки. Включили. Вот это поворотники. Сейчас налево. Смотрим, мигает слева. Переключили направо. Теперь справа. Это гудок. Это аварийка. Включаем. Вот так она мигает. И Eco Turbo. В принципе, блок неплохой, смотрится стильно достаточно. Но посмотрим, как у него с долговечностью. Здесь крючок обычно сюда, чтобы переносить самокат за рулевую колонку. Теперь переходим к аккумулятору. Я не случайно здесь оставил зарядку, потому что, как вы можете видеть, теперь ток зарядки 1,4 ампер. Minimotorz начинали с 2 ампер, потом они поменяли на 1,75 ампер, а теперь вообще 1,4. Я считаю, что это, конечно, издевательство, потому что вам теперь в любом случае придется покупать быструю зарядку, потому что заряжать этот аккумулятор 31,5 ампер там 24 часа, почти сутки целые, ну, не за эти деньги, ребята. Вот теперь, значит, многие спрашивали про этот блок
аккумуляторный. Сейчас мы его достанем. Вот вы вот так вот его достаете, здесь его держит провод. Достаточно массивный. Сейчас я его отключу. Вот этот блок зарядки, извините, блок аккумулятора. Вот эта кнопка, она включает отображение емкости аккумулятора. Сейчас мы его взвесим, посмотрим, сколько он весит вообще. Так, 12,3 килограмма. Ну, достаточно весит эта батарейка. Так, еще что меня удивило, это наличие вот этих вот отверстий в деке. И мы сейчас откроем его, посмотрим. Ну, снимем эту крышку, если она нормально снимается свободно. Посмотрим, для чего эти отверстия нужны. Потому что вот здесь 3 штуки, здесь 3 штуки. Из плюсов я и увидел, что здесь теперь сварной шов. Это значит, что передние и задние стенки привариваются к деке. Это каким-то образом положительно влияет на герметизацию, потому что у всех дуалтронов эти крышки, они прикручивали здесь. Кто открывал дуалтрон, знает, здесь были болты такие. Очень много места занимали, еще контроллеры занимали место. Где сейчас контроллеры, мы пока не знаем, мы думаем, что они здесь. Но вот сейчас все откроем, посмотрим. Но вот по поводу этих дырок у меня большие сомнения, зачем они вообще нужны тут. Ну, в общем, мы сняли крышку, раскрутили вот эти болты. И очень долго искали, где контроллер находится. Поначалу мы думали, что они находятся здесь в передней части, потому что здесь, в принципе, нормальное место. Можно поставить раз-два торцами контроллеры. Но после того, как мы сняли эту крышку, сейчас я покажу. Так-то она снимается. Оказалось, что в этом месте только гудок, здесь DC-шка, это контроллер на подсветку, ну и проводку так скомкана. То есть здесь тоже контроллера нет. Но мы увидели, что идет проводка вот по этим желобкам, и она уходит сюда. Мы решили вскрыть вот эту часть. На то, чтобы ее вскрыть, нам понадобилась помощь 3 человек, потому что все здесь в герметизации, в герметике, я имею в виду, и раскручивается тут 2 болта сбоку, и еще вот с этой стороны 3 болта, и снимается эта крышка, и оказалось, что контроллер здесь. Вот так он выглядит. Это кристаллитовая подложка, и я поставлю. И вот он, контроллер. Вот так выглядит одна большая плата. 40 амперный контроллер, 12 MOSFET. Что касается ампеража контроллера, я считаю, что это маловато, потому что, в принципе, все производители уже сейчас переходят на 45 или 50. Тот же самый X у них на 50, потому что в аппаратах подобного типа уже хочется что-то помощнее, и 40 ампер не всегда хватает. Плюс ко всему у контроллера здесь стоит старого образца, в том смысле, что он не синусный. Причем в книжке, в руководстве ничего не написано, где находится контроллер. Да, тут есть его схема, но не намека на то, что контроллер находится именно в упоре для ног. Хорошо это или плохо, сложно сказать, время покажет, но, на мой взгляд, если постоянно вставать на упор, то как минимум тут будут какие-то вибрации, и как это отразится на контроллере, я точно не могу сказать, но явно не лучшим образом. Но догадаться о том, где находится контроллер, можно было бы вот так. То есть это охлаждающая панель, она алюминиевая, скорее всего. Эта панель содержит в себе вот эти вот светодиоды, и огромный минус в том, что если у вас выйдет из строя хоть один светодиод, то вам придется доставать этот контроллер, потратить огромное количество энергии и времени, чтобы это все сделать. Это, конечно, на ремонтопригодности отражается самым негативным образом. Ну и после вскрытия крышки оказалось, что у самоката очень маленькие, очень тонкие, имею в виду, стенки. То есть по сравнению с Тандером они как минимум в 2 раза тоньше. И когда я даже рукой вот пытаюсь там их погнуть, они вот руками уже сгибаются. То есть, на мой взгляд, это только ухудшение конструкции. Да, она необычная, это необычная ванна, да, вот прямоугольная. Здесь сделаны еще вот такие ушки, я не знаю, как они делали, наверное, станком ЧПУ вырезали. Но это необычная форма. Она каким-то образом влияет на прочность, соответственно, но
вот в этом месте посередине, если станет человек там от 100 килограмм и больше, то есть вероятность, что дека в один момент просто сложится пополам. Для того, чтобы понять, что стенки тонкие, действительно, Mini Motors пришли к выводу, что им нужно делать усиление вот этой подножки, потому что такая тонкая стенка вот эту подножку точно не выдержит. Хоть самокат и весит там под 50 килограмм, я не думаю, что даже вот это усиление подножки, выполненное в форме вот этого листика, спасет ситуацию, потому что действительно стенки очень тонкие, и это негативным образом скажется на его эксплуатации. Но больше всего меня поразило вот что. Вот эти вот боковины, да, где написано Mini Motors, Dualtron Storm, как они крепятся? То есть вот так вот они выглядят на боковине, как они крепятся изнутри. Это все видно вот здесь. Здесь сделаны 6 отверстий, и в каждое отверстие входит вот эта вот защелка, да, то есть она вот так вот вошла, и они вот ее защелкнули. Но вот эти вот ушки, они пластиковые. Это значит, что через какое-то время, если вы там нагреете самокат, то эти ушки, они подплавятся, на солнце, грубо говоря, нагреете, да, то вот эти ушки, они начнут отваливаться рано или поздно. Единственное, что их держит, вот эти два болта. Но если отвалятся вот эти ушки или вот эти, то вот этот хвост боковины пластиковый, он начнет болтаться. Сами боковины тоже непонятные. Вот смотрите, я нажимаю пальцем, они уже прогибаются на сантиметр с лишним. И если я чуть-чуть сильнее нажму, то они треснут. Это значит, что попадитесь вы на какой-то бордюр или выступ, вы просто получите под замену вот эту запчасть, которую непонятно где найти. Еще то, что я обнаружил, это на рендерах очень красиво смотрелась эта красная линия с надписью Mini Motors. Так как это алюминий, я был уверен в том, что это краска. Но на самом деле это изолента красная. То есть вот ее могу ногтем поддеть, и она отвалится. Это, конечно, ужасное решение. То есть здесь легко было сделать покрытие лакокрасочное, но они пошли по пути меньшего сопротивления и просто наклеили сюда изоленту. Ну и вот что обнаружилось еще после вскрытия крышки. Это система подвески, то есть здесь тот же самый картридж, но система такая же, как в Спайдере, да? Здесь вот сквозное отверстие. С одной стороны, это хорошо, потому что это облегчает конструкцию на несколько сотен грамм. С другой стороны, у всех спайдеров в этом месте проблемы из-за этого механизма, из-за этой системы, в том смысле, что подвеска начинает люфтить через какое-то время, из-за того, что здесь недостаточно много упора, она держится только на этих стенках. И со спайдерами мы очень долго мучились в том году и в этом году тоже путем подкладывания туда каких-то металлических частей, чтобы устранить этот люфт. На шторме, который весит почти 50 килограмм, можно было пожертвовать там 300 граммами, чтобы сделать здесь такой литой модуль, чтобы вставлять туда картридж подвески, при этом не получая люфт через несколько месяцев. Но они решили пойти по этому же пути. Как это покажет себя, неизвестно. Может быть, они что-то исправили, но на первый взгляд выглядит точно так же, как в Спайдере. А Спайдер с этим местом имел огромное количество проблем. По поводу вот этого места, здесь у нас стоит DC-шка, здесь контроллер на подсветку, здесь гудок, но гудок выглядит просто огромным. Я не уверен, нужно было его делать таким большим или нет, потому что звучит он как обычный гудок на 60 вольт, который мы ставим. При этом наш гудок в разы меньше, ну не в разы, но раза в 2 точно меньше, может быть и в 3. Поэтому есть ли смысл в этом гудке, который занимает здесь огромную площадь? Я не вижу. Гудок вообще можно было поставить вот сюда. Маленький гудок, нормальный, не вот это вот жаба здоровенная, а нормальный гудок. Ну и вы сами можете видеть, что в деке огромное количество дырок. Вот здесь вот спереди раз, два, три, сзади раз, два, три. Несмотря на сварной шов, я когда первый раз увидел сварной шов, думал, ну наконец-то Mini Motors перешли на нормальную систему, где они сваривают стенки передние и задние деки, при этом увеличивая степень герметизации, не жертвуя при этом прочностью. Но герметизация здесь и не пахла, потому что помимо этих 6 дырок у нас есть еще здесь с каждой стороны по 6 дырок. Это тоже обычные дырки,
которые будет просачиваться вода. Зачем это сделано, мы так до конца и не поняли. Я еще, конечно, спрошу у завода, но мне кажется, что идея была в следующем, что так как аккумулятор ставится сюда, у него есть зазоры между стенками, и вода, будь это дождь там, или еще что-то, например, брызги от луж, вода все равно будет стекать в эту дырку и скапливаться здесь. И для того, чтобы она здесь не застаивалась, были сделаны эти дырки, чтобы вода через них уходила. Больше у меня предположений на этот счет нет, потому что зачем еще нужны дырки, чтобы охлаждать? Ну, сильно здесь не охладишь, тем более, когда самокат стоит, заряжается, у него тоже греется аккумулятор, и эти дырки никак ему не помогут отвести тепло. Поэтому единственное мнение, более-менее заслуживающее внимания, это то, что эти дырки сделаны для отвода воды. Ну и вообще, по большому счету, я не совсем удовлетворен этой системой проводки, которые здесь ходят туда-сюда. Понятное дело, что им надо было фазные провода соединить с контроллером напрямую. Я сначала подумал, что контроллер находится в аккумуляторе, но провод, который выходит на аккумулятор, он слишком маленький, чтобы пропихнуть туда фазные провода от моторов. Вот это решение с контроллером в упоре для ног, с одной стороны, является хорошим таким place-менеджментом, да, то есть вы освобождаете здесь место для аккумулятора, но при этом аккумулятор стоит на 31,5 ампера. Это еще меньше, чем в Тандере. Тут место явно не под 30 ампер, тут место под 50 и 60 ампер есть. Покупая такой большой самокат, на мой взгляд, люди стараются обеспечить себе большим пробегом, который бы позволял им проезжать как минимум там, 80 километров. Если Тандер проезжает там, у кого-то 40, у кого-то 50, там, максимум 70, то этот проедет в районе 50, не больше. Но это ладно, с одной стороны. С другой стороны, почему он так дорого стоит с таким маленьким пробегом? Кому нужна вот эта съемная батарея, по сути? Я только думаю тем, у кого есть частные дома, чтобы не затаскивать каждый раз в дом, вы просто вытащили батарею, оставили его в гараже, пошли заряжаться. Но батарея весит 13 килограмм, тоже немало. Поэтому мне кажется, что фишка с батареей – это, так сказать, фишка ради фишки, при этом не очень хорошего исполнения. Говоря о подсветке рычагов, если сверху и сбоку все нормально, то с внутренней части пластик просто пригибается. И я не знаю, насколько его хватит, но пока я его гну, там уже появляется какая-то вмятина, что, конечно, недопустимо в самокатах такого уровня. Ну и давайте подведем теперь итог. Я решил, что надо внести какие-то критерии, по которым оценивать можно было бы самокат. И среди критериев я выбрал дизайн, ремонтопригодность, удобство езды, начинка и инновационность. Но вот если говорить про первый критерий, про дизайн, то в принципе я могу поставить плюс за это, потому что как минимум дизайн не отталкивающий. Хотя очень много людей говорят о том, что дизайн Тандера был в разы лучше. Я с ним не могу спорить, потому что мне дизайн Тандера тоже очень нравится, даже побольше, чем у Шторма. Но вместе с тем я не могу сказать, что дизайн у Шторма какой-то отвратительный. Он стал более угловатым, но кому-то нравится, кому-то нет. Поэтому я скорее поставлю плюс, чем минус за это. Что касается ремонта пригодности, то вы сами должны понимать, что имея контроллеры здесь, плюс ко всему новая система складывания, на которой ни у кого нет вообще запчастей, то есть вам придется ждать их. Плюс ко всему вся эта проводка, все вот эти вот истории с пластиком тончайшим делают этот самокат наименее ремонтопригодным из тех, что я видел, потому что, чтобы там поменять светодиоды, вам для этого нужно доставать весь контроллер и перепаивать все заново. Это, конечно, огромный минус. Что касается удобства езды, Minimotors'у пришла пора уже задуматься об удобстве в том смысле, что их контроллеры, они уже, так сказать, устаревшие. Все сейчас переходят на синусные контроллеры, и я думаю, что Minimotors'у уже пора бы тоже перейти на них, потому что тут достаточно мощный мотор колеса, при этом тут еще вольтаж поднялся, и этот самокат стартует с места просто как бешеный.
Когда у вас синусные контроллеры, вы набираете скорость плавно. Да, там может быть будет какая-то в начале задержка, но с этим можно мириться, потому что все-таки плавность и безопасность езды важнее. Когда вас дергает постоянно туда-сюда, это должно быть не на таких самокатах, то есть не на самокатах такого класса, поэтому за это я тоже поставлю минус. Что касается начинки, то опять-таки мы говорим про слабый контроллер 40 амперный, не синусный, плюс ко всему аккумулятор, самокат, который стоит больше 200 тысяч, там уже ближе к 300, с аккумулятором 31 ампер, с половиной даже, но ни в какие рамки не лезет, потому что на том же Тандере было 35 ампер. И то это всем не хватало, все ставили дополнительные аккумуляторы сюда. Здесь же, не знаю, дополнительный аккумулятор, наверное, можно поставить, но нежелательно, потому что здесь так места мало. Вам вот сюда бы не упираться, чтобы не снести эти гнезда зарядки. Тут еще и доп. Аккумулятор ставить. Но по начинке я тоже ставлю минус. И последний – это инновационность. Но здесь многие могут поспорить, да, действительно, вот эта вот идея с заменяемым аккумулятором достаточно интересная, но реализована она ужасно. То есть здесь это усложняется тем, что это неудобно сделать. То есть вам, чтобы достать аккумулятор, нужно его держать и вот этот провод какой-то другой рукой отсоединять, потом уже его доставать, при этом аккумулятор очень тяжелый. И как на Меркене было сделано, вы просто кладете аккумулятор, и там сверху провод, который подключает его. Это гораздо более удобно. Я знаю, что они засматривались на Меркень, когда делали шторм, но могли бы вот эту идею как раз у них взять. Плюс ко всему, самокат 2020 года, и при этом он не обладает никакой связью с телефоном. Даже простейшие Xiaomi имеют приложение, и GPS в таких самокатах, мне кажется, очень удобная штука. Даже если у вас его украли, несмотря на то, что у вас там стоят сканер отпечатков пальцев и ключи какие-то, да, но GPS – это вещь, которая покажет в реальном времени, где находится ваш самокат. Dualtron просто меняет дизайн, добавляет какие-то фишки, но эти фишки, они все бесполезны в большинстве случаев, поэтому, что касается инновационности, то тут тоже минус. Итак, по результатам теста, да, тестового обзора, можно сказать, что Dualtron Storm набирает 1 из 5 баллов, учитывая его стоимость. Я думаю, что многие ждали чего-то большего. Но на самом деле самокат выдался не очень хорошим. Это первый самокат, который выполнен, на мой взгляд, в ужасном качестве. И я бы, честно говоря, не рекомендовал его тем, кто хочет что-то такое большое. Лучше купите там Thunder или что-нибудь похожее, но Dualtron Storm нуждается в доработках. Не знаю, будут они дорабатывать его или нет, но я надеюсь, потому что тут есть над чем поработать. Спасибо за то, что смотрели данный обзор. С вами был rusamokat.ru. Меня зовут Александр. Катайтесь с удовольствием, а мы позаботимся о качестве ваших средств передвижения. Всем пока.